Всем доброе утро. Мы проснулись. Почти проснулись. Сейчас позавтракали. Вот, готовимся. Выкатили байки на улицу. Они были немножко у нас влажные после ночи. Так, все, собираемся и двигаем в сторону моря. Погода отличная, солнышко светит, да? Да, это мусор, это по трассе я не стал выкидывать. Ну, то есть негде было выкидывать, а мы за эко-природу, за эко-транспорт. Вот смотрите, мы ехали по дороге и по трассе мы не выкидывали, а это все, конечно, будем выкидывать в мусорку. Приехали мы в гостевой дом, а у хозяйки стоит ситикока. Мы еще заезжаем и говорит: о, а вы что, на ситикоках? Мы говорим: ну да, а у нас тоже есть, говорит. И у него такой ситикока, она его покупала за 60 тысяч, по-моему, всего. 2 года назад. 2 года назад 60 тысяч рублей. Но он, конечно, вообще самый простой. Не, ну это не наш скутер, потому что у нас такого не было. Да, ну вот батарея наша. Но, смотрите, Skyboard. Но байк не наш. Никаких. У нас не было ни таких вилок никогда. Да, вот эти вот штучки, у нас такого не было. Да и раму такую, и фару мы такую не возили. Мы возили лет 8 назад, да? Самые простые байки привезли, и из 50 байков это была первая партия. Из 40 скутеров в течение недели мы только колеса сгорали. Я вообще отказался от этой идеи. Но потом все-таки мы переосилили, решили возить хорошие скутеры и не связываться с дешевыми. Здесь мортики — это вообще это название. Ну что, прикольно, да? АКБ-то наш стоит. Ну да. А походу у них, наверное, сломался, они решили купить. Думали, в батарее дело. Да, ну он так и рассказывал, говорит, да, мы думали, батарейка поломалась. Купили АКБшку нашу, но нифига. Но АКБшка работает, сигнал как бы есть. И вот мы сейчас попробуем его отремонтировать, по крайней мере выяснить, в чем причина. Там как гравировочка? Это просто номер идет 500 ватт. 1500 ватт, 1,5 киловатта. Это старенький. Ну, конечно, да. Это прям, смотрите, такая амортика, он непонятно, да, смотри. Вообще с рисунком каким-то. Что там по сборочке? Ну, как и обычно, силиконом залито все. Так, вот он от мотора сюда. Мне тоже кажется, контроллер. Смотри, влага-то была, смотри. Кажется, просто залит контроллер, вот смотри, контакт. А может контакты, смотри, уже там, видишь, какие? Надо или ручка газа, или контроллер. Итак, посмотрели мы скутер этот с батарейкой Skyboard. Ценятся наши батарейки. Но он действительно хороший. Я вообще за них никогда не переживал. Вот, Пах, что там у нас получилось-то? Визуально видно, что залит, и вода была здесь. Возможно, контроллер. Ну, возможно, и мотор. Вряд ли. Ну, раньше были проблемы. У народа были проблемы с ручками газа. Потому что многие обращались. Ну, скорее всего, мне кажется, мотор тоже возможно. Там все в ржавчине. Если хозяйка отправит нам, то мы сделаем. Да. Запчастей у нас очень много, запчасти есть, поэтому никаких проблем у нас не должно возникнуть. Сегодня хоть будем ехать, не мерзнуть, надеюсь. Как вчера. Сейчас зрителям расскажем, что у нас было вчера произошло. Вот. Совмещаем приятное с полезным. Люди работают. Кто-то просто отдыхает. Вчера у нас произошла такая неприятная ситуация. Оставалось 10 минут нам езды, там буквально 15 километров. И у нас произошла такая ситуация. У нас разрядилась АКБшка на БР-50 и 2 КБшки по 45 нам брали. И у нас есть одна дополнительная на 20 ампер. Я вот тут не знаю, кто виноват. Либо вот этот человек, вон он, который закрывает сейчас дверь, вот этот вот. Либо китайцы. Короче, суть в том, что КБшка просто не подключалась, то есть она никак не реагировала. Мы ее вскрыли, посмотрели, все нормально, но скорее всего она была не заряжена. И нам подвезли батарею, мы поставили, мы доехали. Было очень-очень холодно, мы замерзли. Потом в баня нас спасла, конечно. Чай, да, горячий чай, кстати, я взял горячий чай, мы в эфире стояли, горячий чай. Ноги промерзли, руки замерзли, но мы реально очень сильно замерзли. Но ничего,
Сегодня погода отличная, думаем, уже по светлу доедем до Ростов-на-Дону. Но мы сейчас поедем на Азовское море сначала через Азов и на Ростов-на-Дону. Китайцы получат по шапке. По шапке, по ушанке шапки. Ты красавчик. Такой милый. Итак, второй день покатушек. А мы стартуем. Сейчас поедем вдоль какой-то речки. И вот такой маршрутик у нас идет до Азовского моря. Потом мы выйдем на Азов и в Ростов-на-Дону. Вот. До моря нам 110 километров. Ребят, ну все, мы стартуем. Вчера мы думали, будет легко, так как данный маршрут, он ровный. Идеальная дорога. Мы думали, все так классно, ехали, кайфовали. Но у нас не получается идеально никогда. Что по предыдущему электропробегу, что по этой. Вчера мы не доехали немножко. 10 километров. 10 километров. Ввиду того, что, может быть, я музыку слушал, на дальнем ехал. Ехал на полное, я прям газовал по максималке. И вот, может быть, как раз километров не хватило. В этот момент перепутали батареи, взяли незаряженную батарею. По итогу мы брали с БР-50 нашу экспериментальную батарею на доп. Место, которое мы сейчас экспериментируем, если все нормально. Сюда воткнули, поменяли клеммы, короче, это был такой прям. Они уже были в принципе разряжены. Еще протянули там буквально 3 километра и встали. Пришлось там подвозить батарею, но подвезли батарею, мы нормально доехали. Но мы так замерзли вчера, просто спасла баня, спасибо этому дому. Если будет погода вот такая хорошая, и посмотрим, может быть, мы сегодня еще в море искупаемся. Да, вы как? Готов? Я за. Так что, может быть... Я тоже. Все, ребят, дай бог, сегодня будет все спокойно. А в Ростове, потом куда поедем, нас ждут уже друзья, Утек, Шти. Все, мчим в Ростов. Мчим в Ростов. Баста. Это Всё, баста. пока. Ну, поехали сейчас, что, остановились. Парса. Кое-кому приспичило покурить. Я не курю, это парса. Пар, холодно. Паха, ну что ты как? Я тут чуть под КамАЗ не залетел сейчас. Ну, я сигналю, едет. А тут КамАЗ хоп мне слева, я даже не смотрю. Господа, очень сильный, мотыляет байк туда-сюда. Да, кстати, дорога ага. Узкая, дорога узкая, двухполосная всего. Мало обгонов для автомобилей. Может быть, кто-то будет смотреть из управления дорожного хозяйства. Ну, такая рекомендация. Пора расширять, пора расширять. Расширяй, да, расширяй дороги, конечно. Они классные, они ровные, но попутный ветер нам сегодня просто очень тяжело ехать, уносит вправо, влево. Поехали, поехали. Поехали. Так, потихо что-то мы остановились, но спиночки затекли немножко. Сейчас надо размять все. Очень тяжело ехать, когда ветер сильный. Сейчас ветра нету, может быть. Да. Это открытая поляна была, да? Руки напрягаются, плечи начинают напрягать. Едем мы не очень быстро. Мы хотим... Вчера мы ехали по максимуму, поэтому не доехали чуть-чуть, как предполагали. Сегодня мы едем 50 км средняя скорость. И по идее у нас мы должны проехать больше. Мы сейчас это хотим проверить, и всю вторую часть нашей дистанции мы будем ехать с средней скоростью 50 километров. Посмотрим, насколько батарея, но я уже вижу по расходу, расход меньше, прям вот меньше. Я бывает, я там добавляю по максимуму, знаешь, когда там задумаешься о чем-то. А так, в принципе, расход батареи на БР-50 он меньше. Посмотрим. Проехали мы уже почти 40 километров, осталось 60. Часик, чуть больше, полтора еще ехать. Такой кинотеатр, такие вот места красивые. Уютненько, травка зелененькая, посмотрите. Это Пах, это Гема Новоминская, да?
Да, это Староминск, да. Да, Староминск. Городочек, так сказать, маленький. Даже здесь такой асфальт, дороги, все хорошо. Трогайтесь. А что у нас? Ветер дует, сопли по лицу. Так легко не помоешься в этой сероводородной воде. Мы просто были, где мы ночевали сегодня, там вода, она сероводородная. Она, может, полезна, но я не стал там споласкиваться, даже, честно говоря, после бани. Ребята помылись. В грязи, да, глиняных, а в этих нет, что-то, не знаю. Ладно, поехали, езжайте. Ребят, я сейчас вот ехал, снимал, получается, видео, как выкидывают мусор. То есть не какие-то там контейнера, да, а конкретно просто выкидывают непосредственно на улице пакеты ставят, которые собирают. У меня вот вопрос, почему собаки это не дербанят. Не знаю, у нас бы это дербанили давно бы уже там, на Дальнем Востоке, откуда я родом, там бы это уже все раздербанили бы и всю там еду, там все, что можно, вытащили бы. А здесь никто ничего не трогает, это уже не первый раз это наблюдаю. Вот удивительно, почему так. Въезжаем в Ростовскую область, чувствуется похолодало, в Краснодарском крае теплее, здесь сейчас будет похолодание, я так думаю. Все, Ростовская область, встречай, мы уже рядом. Мы решили маленько поэкстремалить, решили, что нам по дороге ехать, нам скучно. Сейчас поедем по полям. По полям! Погнали! Мы находимся в Новоалександровке, Александровке проезжаем. И столкнулись вот с дорогой плохой. Но ничего, нормально, все отрабатывает, все хорошо. Все, в принципе, замечательно, поэтому едет все потихонечку. Красиво, осень, очень красиво. Что это остановился? Покажи. Кто-то ее задавил. Покажи ее. Ну вон она. Дай мне. Покажи нашим зрителям. Ну видишь, она лежит. Ну, зрителям покажи. Да, спит видно. Да, подними ее. Что ты боишься? Ты боишься поднять ее, что ли? Покажи. Что ты нашел? Это непонятная змея. Ой, Похоже на королевскую кобру. Ремень будем делать. Мы хотели кинуть. Мы хотели тебя в кабину закинуть. Вы батарея или змея? Змея. Это уже кто-то задавил. Мы приехали на море. Море вот уже все рядом. Блин, ветра сильные, не знаю, как будет запись слышна. Это Азовское море. Азовское море. Да, я ушел с маршрута немножко. Вот смотрите, какая красота. О, смотри, уточки летят. Сейчас пойдем плавать вон туда. Сейчас протестируем их по песку. Покатаемся по песку немножечко. Ребята фотосессию сделали. Делают фотосессию. Пах, я тебя снимаю. Пах, я тебя снимаю. Паш, я тебя снимаю. Слышу, я занят. Вот смотри. Модель прям. Куда смотришь? Светлое, хорошее будущее. Светлое, хорошее будущее смотрит. Вдаль. Конечно, это не черное. Оно грязное. Ну, в каком плане? Оно мутное, потому что так-то вроде чистое. И ракушечное. Пляж у Азовского моря, он ракушечный весь. О, ребят, что-то я не знаю, что здесь происходит. Но сейчас был погибший баклан.
А сейчас я подхожу. Еще что-то погибшее. Ого. Что это у нас? Какая-то рыба огромная, посмотрите. Честно не знаю, как это называется. Слушай, это не дельфин? Очень печально. Мне лично очень нравятся дельфины. Короче, мы хотели покупаться и передумали здесь купаться. Андрюха, видел дельфина? Алло. Это называется, телефон не нужно брать. Есть падение, есть. Да человек телефон. Я думал, я человек телефона, я вообще просто студент. Так, мы сейчас лишь будем тестировать и потом вот по той, да, где побольше песка проедем еще. Что говоришь? Даже буксует. Заносит песок рыхло? Да, рыхлый песок заносит. Море нельзя. Держит за счет широких шин на песке. Ну, тут такой еще спуск пологий. И, ну, замечательно держит. Пробуксовывает. Мощности хватает для пробуксовки. Ну, несмотря на то, что тут и песок с ракушечником. И вон там более глубокий песок. Сейчас Паша поменяет батарейку, и мы там еще потестим. Давай, готов? Are you ready? Go! Нормально. Ты скатился, теперь попробуй подняться. Жалко, не полноприводной модельки, жалко нету. Так было бы вообще замечательно. Давай. Давай, ножками вот тихо, не? Зарывается. О! Ого! Заехал. Просто зашел. Нормально. Слушай, да? Хорошо зашел. Тянет, тянет. Ну, так он заехал. Сейчас мы были на Азовском море, покажи. Ездили вон, ракушки, вон все, вон, видите? По воде, по песку мокрый, все. Теперь интересно, что там внутри. Вода есть, песок, ну, интересно просто. Как у него степень защиты от проникновения всякого плохих вещей. Смотрите. Смотрите, что мы видим. А мы видим, покажи, там прям крупным планом. А мы здесь ничего не видим, так. Смотрите, все четко, вон. Вот здесь вот только вот с краешка. Все. Вот так вот. Андрейка сейчас закинет батарейку. Опа! Вот этот провод, 3 секунды. вот этот провод убираем туда. Раньше очень туго заходило, не плотно, да? Сейчас, соответственно, стало намного проще, намного. Оп, все четко. Вот он. Попали вот
какую-то дорогу. Повела нас здесь яма на яме. Не знаю, видно вам, не видно, но вот. Мы здесь как-то это все объезжаем. Вот такие вот дела. Да ничего, опять прохладно становится. Ну, холодно ехать-то, в принципе, 50 минут, 48 километров. Все, мы сейчас поменяли последние две батарейки на модельке Skyboard BR 3000 Profile 72 вольта. Все, у нас осталось 50 километров, и это нам вполне более чем достаточно, даже если ехать на нормальной быстрой скорости. Единственное, что у меня по расчетам 10 километров не хватает, но я думаю, что на заправочке какой-нибудь мы сейчас хотим покушать. Например, на Лукойл мы остановимся, я заряжу там, минут 20, мне хватит, чтобы потом 10 километров проехать. А запах, да, жженой травы такой, ну прям классный такой запах, и ой, как здесь вообще классно. Все, погнали? Поехали. Нам осталось 40 километров до Ростов-на-Дону, до конечной точки. Мы замерзли, проголодались, вот, захотели чая и решили покушать. А самое главное, подзарядить батарейку вот эту вот. Мне 10 километров не хватит, нам нужно ее подзарядить. Щеки потихо отморозились. Ну ничего, ну холодно. Спасибо, выручил у нас вчера, если бы не ты. У нас бы не было. Мы бы тащили бы этот скутер, это во-первых, а во-вторых, не было бы у нас такого крутого видео, которое ты снял сегодня квадрокоптером, это вообще прям круто. Отдельную благодарность за помощь выразить еще одному Андрюхе и Пашке, то, что позвали такого подписчика, единственного неповторимого. Паша самый голодный, он всегда голодный. Худой, а точит больше, чем все. Куда тебе столько влазит? Он в каждой кофе-точке возьмет себе 2 банки этого кофе. Холодного и горячего. Да, я кофеман. И постоянно фастфуды наяривает. Я, говорит, я на ЗОЖе, я на правильном... Ну, это он врет, это а он сейчас врет. Пакеты из кофесей. А, нет. Это дети едят кофеси. Да ты при мне наяривал, дети. Это то, что осталось у детей, пришел заедать. Поэтому лукавишь. Знаешь, ты хлеб не ешь, а булочку хочется всегда. Вот то же самое здесь. Ладно. Всем приятного аппетита. Кушаем и двигаемся дальше. Жека, я обещал тебе, что покажу тебе твой родной город. Это Таганрог. Я знаю, ты далеко в Китае. Может быть, тебе это придаст какую-то ностальгию. Ну, полнолуние какое красивое. Не видно полнолуние, если честно, так плохо. Плохо, да? Когда полнолуние, я сплю хорошо. Так что сегодня буду спать хорошо. Все, мы заезжаем в Ростов. Город воинской славы. Большой, классный город. Мне Ростов-на-Дону очень нравится. Очень, прям, не знаю, здесь и движуха всегда, и люди здесь такие прям, не знаю, добрые, активные. Мне кажется, здесь спать никогда не ложатся в Ростов-на-Дону. Вон ребята тоже там куча эмоций, то, что доехали. Тяжело, видите? Я сопливлю немножко. Смотрите, какой памятник здоровый. 1918 год посвящается легендарной Первой конной армии. Памятник сооружен в год 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Вот такие вот лошадки. Да, прям, конечно, красивый памятник. Мне нравится.
Здесь посидеть можно, лавочки. Очень красиво. Ростов! Мы доехали! Так и хочется, да? Твоя игра. А, нет, моя игра. Моя игра. Тебе принадлежит, ты таким же, как и я. Та-та-та-та, та-та-та-та. Здесь правила одни и жизнь одна. Оу-оу. Ну что, поделитесь впечатлениями. На 10 с плюсом баллов. Вообще обалденно. Все нравится. Компания, атмосфера, погода, шепчет. Здесь правила одни и цель одна. Ростов-Арена. Что ты психуешь? У тебя полоса направо, поворот, ты прямо едешь. Вот, если ты по другой дороге едешь. Я же объехал. Ну ты объехал, там поворот направо, ты понимаешь? И прямо, и направо. Там только направо. Там прямо и направо. Ребят, ну вы что, приехали? Приехали к нашему другу, земляку Виктору. Он принял нас, принял наши байки. Краснодар, Ростов-на-Дону. Было очень интересно. Витек нас принял, байки забрал. Говорит, еще покатается на досуге, мы зарядное устройство оставили. А еще он обещал, сейчас камеру говори, на YouTube все увидят, что в следующем сезоне ты поедешь с нами на покатушке. Да, я обещаю. Причем там Обещаю. такие сложные покатушки, вот, ты даже представляешь. Хорошо договорились. Я думал, не доеду, а у меня еще получается километров по 15 Здесь проехал. розетка есть, да? Выключаем. Хоп. На кнопочку синенькую нажми. Нажать и держать. Все. Ребят, время 3:30 утра. Развозим всех по домам. Мы уже в Краснодаре. Паху отвезли. Сейчас привезли Антоху. Ну что, Антоха, 2 дня как для тебя прошли? Мучительно? Дорога очень утомляет. А в целом классно погоняли, Андрюх, согласен? Да, да. Погоняли очень хорошо, повеселились, развеялись. Ты поедешь? Конечно, поеду. Всё. Я за любой кипиш. В следующем кроме сезоне, ой-ой-ой, как какие. голодов. Так что приглашаем всех. Вот Антоха испытал, изъявил желание. Ему все понравилось. Пишите, подписывайтесь на канал, лайк, колокольчик. Новые Да. видео ждите. Будет круто, если нас будет больше. Если нас будет больше, другие будут присоединяться. Ладно? Конечно, вот. Все, давай. Я приехал домой, уставший, но в душе довольный, потому что это очередная победа. Все, я домой спать. Ребят, всем привет. Отличный, замечательный день. Сегодня 23 градуса. Этой температуры не хватало нам в поездке до Ростов-на-Дону. Скутера мы оставили в городе Ростов-на-Дону. Возможно, мы их отправим в Краснодар. Возможно, какое-то время они побудут там. У нас есть мысль одна еще. А если вкратце подвести итог по поездке, то могу сказать так, что мы очень сильно замерзли. Нас спасла баня. Было несколько падений. Очень сильно расстроился, когда... И ребята расстроились, когда мы увидели мертвых дельфинов, птиц. Ну, странно как-то все это. Почему так происходит? Но я надеюсь, вам понравилась данная покатушка. Оставляйте свои мнения в комментариях, поддерживайте нас. Если все будет круто, то в принципе на следующий год у нас есть как минимум 3 очень глобальных маршрута. Это от 7 до 14 дней покатушек на электроскутерах, на электросамокатах. Присоединяйтесь, об этом объявим чуть заранее. Как мне в YouTube поправили недавно, даже наругали, что я
позвал в Ростов-на-Дону перед фактом. В следующий раз будем это организовывать заранее, минимум за 2 недели, чтобы вы смогли подготовиться, присоединиться к нам. Вот, поэтому присоединяйтесь и давайте вместе кататься, вместе развивать электротранспорт и делать хорошее дело, и ловить от этого кайф. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрите нас, поддерживаете. До новых встреч. Всем пока. Андрей, ваш скейтборд. Все, пока.